Доброго здоров'ячка, хунто и хунтубры. Мы из Украины. По меркам до осени 2013 года сегодня был выходной день, и хотелось и расслабиться, и шашлыков, как нам обещали. Но нет. Давно не показывал, что там и как у деда. Сейчас покажу скриншотами и фото, только комменты из-под донатов не покажу. Очень муторно их выбирать, уж простите меня. Да и мало там комментов, очень мало. Вы их почти не пишете сейчас. В банке уже почти 63 тысячи, значит, мы тоже сможем помочь пушистым обитателям затопленных районов. Наша цель — 1130, мы уже на полпути. Я всякий раз поражаюсь в вашей крутизне, всегда поражаюсь. 63 тысячи за 3 дня. Вау! Но это лирика. А что по делу? Что на фронте? Все переживают. Я тоже переживаю. Не надо переживать, надо помогать. Детальная информация, конечно же, пойдет через официальных спикеров в нужное время. Если разослать вопросительные знаки хлопцам по нулям сейчас и подождать, то кто-то ответит в течение дня, кто-то через несколько дней. Так вот, недавно ответы были в основном малоцензурные, в переводе «ну такое». Совсем недавно стало больше ответов в рамках плана, а вообще совсем недавно значок в рамках плана стал чередоваться со значком восклицательного знака «лучше плана». Это не значит, что все легко, все тяжело, очень. Главное, что есть замысел, и он выполняется. Что сейчас? Фронт как был, так и остался от Бреста до Дуная. У нас есть потери, это правда. Россиянцы всей страной радуются, что возможно. Это не точно, но есть даже видео, где по пожарной сигнализации россиянцы делают вывод о выводе кошки из строя. Так вот, им очень радостно, что им удалось заснять дым вокруг леопарда. Даже точнее, там было аж 1,5 леопарда, кажется. Тем самым перечеркивая всю ту чушь, которую они несли по поводу ранее подбитых и утонувших в болоте леопардах. При этом они яростно замалчивают свои потери, например, тот санцепёк, а это многократно больнее гипотетически подбитых леопардов. Ибо леопарды можно сделать еще, а солнцепёки только помянуть. А еще наши чпокают их буки, торы, РЛСы везде. В данный момент происходит, скажем так, инвентаризация реальных возможностей российской обороны. ЗСУ видит лучше, хорошо фиксирует и предпринимает меры, чтобы оборонительные возможности противника быстрее истощились. В Запорожской области, на юг Донецкой области враг стянул лучшее, что у них есть на данный момент. Спецназ, десантников, морпехов, подготовленных мотострелков, а также пехоту ДНР. Все запредельно мотивированы, ибо каждому из них обещали 100 грамм, пончик и подпись под фотографией в сарае на стене. Прикрывает это все мощная группировка авиации. Авиация, правда, прекрасно приземляется нашими, но некрасивые считают свою оборону неприступной. Нарыли, настроили они там порядочно, конечно. Чем больше и полнее враг раскроется сейчас, тем быстрее потеряют уверенность и стойкость все эти подготовленные к очередному параду российские части. Потому что и прикрытие с воздуха станет резко жиже, и боеприпасов будет резко меньше, и артиллерия сдуется. Пока не стоит в деталях раскрывать врагу, что мы уже видим, что перепроверяем и какие бреши нащупали. Пока надо терпеть в рамках плана. И интересное происходит в районе Бахмута. Тот эпицентр никуда не делся. У заведенных в тот район лампасоносных стремительно растет ощущение, что они там навсегда. Ибо видят и делятся переживаниями, что ЗСУ действуют так, как хотят и могут. А могут и хотят наши с аппетитом. Шатают фланги, форматируют позиции, имеют возможность действовать более активно, но более активно пока не хотят ни на часе. Россиянцы понимают, что когда наши захотят более активно, уйти им, россиянцам, из развалин Бахмута командование не даст. И это будет наше командование в том числе. Стало быть, это и есть конец. Что создает весьма своеобразную атмосферу. Маринка, Авдеевка, Кременная, Купинское направление. 0 везде живой. Не теряйте целостность восприятия. Новый раунд пикировки Кадырова и Пригожина стоит рассматривать только в одном контексте. Вся эта словесная возня ни о чем. До тех пор, пока Пригожин не оседлает тему исконно русского бунта, он пробует. Если ему удастся зайти в эту нишу и стать защитником русских, если ему позволят там активничать, вот тогда будет самое красивое. У русских появится надежда отомстить за 2 десятилетия унижений. Очень хочется, чтобы у них хватило смелости и начало получаться. Искренне им этого желаю. США обнародовали очередной пакет помощи на 2,1 ярда.
Напомню, за весь май было 2,175 ярда. Пакет по программе USAID, то есть производству, закупки у промышленности, не из запасов армии. Основное — средства ПВО и ракеты. Это значит, что россиянцам истощить нашу систему ПВО ПРО не удастся, сколько бы они ни тужились. Потихонечку начали проявляться доказательства вины Кремля вокруг Каховской ГЭС. Первичный шок у Запада прошел, начинается осторожное наморщивание лбов. Все как под копирку с MH17. Решение голландского суда по скифскому золоту — лишнее доказательство, что даже в самой очевидной ситуации канитель могут тянуть 10 лет. Но скифское золото — это Украина. И точка. Не смешите наше скифское золото. Ну и немного лирики. Всем, у кого есть возможность, нужно показывать на Запад спасенных животных и экологические последствия. Спасать каких-то малопонятных украинских людей — это для Запада как-то ненаглядненько. Почему-то им кажется, что это или постановки, или надувание щек, а вот собак и котов — это им по душе. Только проверяйте, что это наши собаки и коты, а то фейков снова полные интернеты. На следующей неделе очередной Рамштайн. Живьем. Плюс встречи в рамках НАТО. Все, кто должен, заняты своим делом, жужжат. Мы тоже готовимся, а дед так вообще пашет, не покладая рук. Вы видите по фотоотчету, сколько всего делается. Чтобы не переживать без толку, возьмите себе дело по силам. Не надо надрываться. Когда вы сами и близкие ваши более-менее в порядке, вот тогда есть возможность реально помочь другим. И ЗСУ, потому что все этим летом не закончится. Осенью будет продолжение, потому что за Уралом есть недорого участки под Бурячьи. Ну как недорого, смотря почем считать дорогу к Уралу. И никогда не надо забывать, что мы за Украину, а не за отдельных умников. И если кто-то говорит по делу, его нужно услышать. Вместо этого у нас военкор Ганлен Малярский. Самоуспокоение, тупо поток завышенных ожиданий. Ведь кое-кто не кисло перегнул с дозировкой хороших новостей. Потом завышенные ожидания переходят в разочарование и дизмораль. Конечно, это сложно просчитать и побороть. Даже с админ-ресурсом на уровне Кабмина. Даже с ТВ и выходом в онлайн-медиа. Именно поэтому на эти грабли мы наступаем уже в который раз. Плохой пример заразителен. Спасибо, информационные гуру, вы всех подсадили на этот стиль. У пабликов на сотни тысяч юзеров мы раз 10 самолеты получали. У Андрея Цыпленко уже столько СМПТ, что он их скоро начнет экспортировать и станет важным игроком на рынке. В телемарафоне молчу, товарищ майор, молчу. Все это растет из официальной повестки. Небритой, в зеленой футболке и с бигбордами «За підтримки», как всегда. Это когда посадовцы путают режим молчания и режим «А ну не лезь, у меня разрешение есть, а ты отвали, электорат». Когда под видом борьбы с фейками сами такое порют, что русским как подарок заходит. Все кривое и косое, но прапорщик Маляренко ему ж виднее. И только попробуй кого тронуть. Ты шо, против президента? Ты шо, не веришь официальным сообщениям, прешь, поймаешь, против политики наимудрейших людей в державе? Потому у умниц-разумниц давно закрыты комментарии, обратили внимание? Или чаты по опруву от модераторов? А умниц рангом повыше свои терпилы на зарплате, которые бегают по личкам и просят не трогать их работодателя. Классно, блин, устроились, а? Никакой обратной связи. «Тарас, Оксанка, слушай сюда, ведь больше некого». Мне ответит, это война. Да. Я в курсе, как-то обратил внимание. Но на каждую акцию требуется итог, ее главный результат. Конечно, весь объем данных уже после перемоги выйдет, естественно, потому что мы ж за Украину. И если подсветить долбоебизм целых департаментов, сейчас это может навредить в целом. Окей, я ж не настаиваю. Вам нравится пердеть в лужу, толпе нравится за этим наблюдать. Какие ж могут быть вопросы, обоюдное наслаждение, но... Ведь в толпе не только привыкшая к красе на мордочку, брехать красиво пора бы научиться с вашим-то ресурсом. И не надо прикрываться ЗСУ, типа это ради них. Ведь на самом деле вал успокоительно-затыкательной информации из каждого закрепленного за марафоном утюга не имеет отношения к реальной ситуации. Никакого. Вот сколько вскукареков в реалтайме ПВО на камеру снимала, а? И шо? Да ничего, большая часть извинилась и снимает дальше, только выкладывает в другие места. К ним никаких вопросов, но ошиблись люди, сбились с пути блогерского. Зато только попробуй про
потужного бахмутского хоть 2 слова сказать, сразу вой любую сирену перекрикнет. Из этого лично я делаю очень нехороший вывод. Его я озвучу напоследок. Снимать ПВО нельзя, но если шо, то надо будет извиниться и можешь снимать дальше. А если ты из телемарахвона, то снимай не хочу. Но если хоть раз заикнуться публично о реальной ситуации, никаким законом не запрещено, кстати, то на тебя сразу налетят прикормленные близостью к персонам из свиты гениев коммуникаций офисные чайки очередного гения, фельдмаршала времен Дебальцева. И никакой зонтик не поможет. Запрещено, но можно. Можно, но нельзя. Определитесь там уже с приоритетами. Вас же там хоть и много, но грабли-то на всех одни. Вы ж по ним топчетесь то сразу, то по очереди. Но мы же ими с вами и разговаривать будем. После перемоги, конечно. Молчат многие строго до перемоги. Потом поговорим. Есть что обсудить. И будет. Кстати, дату перемоги-то назначили, нет? А шо так? Люся не прошел акулій тест? Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть репост, якщо згодні, бо тепер доля ролика в ваших лайках, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.